Я хорошо знаю блюда, которые пользуются максимальным успехом у зрителей. Это блюдо, число общедоступных ингредиентов которых можно посчитать на пальцах одной руки. Полюбуйтесь: картошка, курятина, лук и помидоры. Это программа о вкусной и здоровой пище. А меня зовут Сталих Ханкишиев. Сегодня будем готовить казан-котлеты. В казан топленое масло. Можно, конечно, взять растительное, но на топленом, ох, и вкуснее же получается. Лучше может получиться, только если возьмете куриный смалец. Но откуда взяться куриному смальцу в мире, где царят диетологи? И только я, Сталих Ханкишиев, честно рассказываю вам о том, что очень полезно и очень вкусно. 600 грамм лука. Пока жарится лук, начинаем заниматься фаршем. Я купил бедрышки и грудки. Все без костей, но со шкурой. Со шкурой получится ароматнее. Курятины я взял 2 килограмма. Поэтому и масло 200 грамм, и лука 600. Если будете готовить на килограмм курятины, достаточно 100 грамм масла, килограмма картошки и всего лишь навсего 300 грамм лука. Лук едва-едва начал желтеть. Этого достаточно. Пусть лишнее масло с него стечет, а лук слегка остынет. Картошку перед обжариванием обязательно обсушить. А обжаривать можно прямо в этом же самом масле, где только что пожарили лук. Пусть масло подогреется, а вот картошку всю сразу закладывать не надо. Закладывайте порциями, так, чтобы она хотя бы по пояс в масло погрузилась. Обжаривать картошку слишком сильно не надо. У нас нет цели довести ее до полной готовности. Этой картошке еще предстоит готовиться. Слегка обжарилась, стала золотистой снаружи. Этого и достаточно. Закладываем следующую партию картошки. Лук подостыл, и можем продолжать заниматься фаршем. В первый раз я пропустил фарш через крупную решетку, а теперь пропускаю через мелкую и добавляю понемногу лука. А лук промасленный, а то и хорошо, потому что фарш совсем постный. Второй фарш выходит абсолютно гладким. А самое главное, что в нем появилась хоть какая-то жирность, хоть какой-то аромат. Вы же знаете, что ароматы и запахи растворяются исключительно в жирах. Всю картошку пережарили, осталось фарш приправить и начинать жарить котлеты. На 2 килограмма фарша необходимо взять 2 столовые ложки без верха соли. Это уж точно. Если бы я готовил из 1 килограмма фарша, то взял бы половину столовой ложки черного перца. А так беру целую. Вот куркумы достаточно пол-ложечки. Яиц можно было бы положить и парочку, но хватит и одного. А еще 2 столовые ложки крахмала. И все. Вымешиваем фарш. Именно для этого я надел перчатки. Какого размера котлеты лепить будем? Я думаю, с 2 картошины будет в самый раз. О, красавица! И следующее. Слишком долго котлеты жарить не будем. Мы их не доводим до готовности. Мы их всего лишь навсего обжариваем по поверхности.
Ну а теперь давайте обсудим ситуацию. Картошки мало, котлет много. И что же делать? Я половину котлет заморожу. Это же фактически готовый полуфабрикат. Потом в духовочку 15 минут, 20 минут постояли. Вот тебе готовый ужин. Теперь перекрываем поддувало. Все, большой огонь нам больше не нужен. Картошечка, пока мы котлетами занимались, уже подостыла. Кроме того, она у нас не соленая. Опускаем картошку обратно в масло. Посолим ее, как следует посолим. И перемешаем. А как же быть с последним ингредиентом, с помидорами? О, смотрите, вот здесь фокус так фокус. Помидоры режем ровно пополам. Все помидоры тоже как следует посолить. Несоленые помидоры невкусные. Правда, в Китае помидоры посыпают сахаром, считая, что это недостаточно сладкие фрукты. А у нас привычка другая. У нас привычка посолить помидоры. Посолили и идите сюда, что-то покажу. Помидорам вот здесь самое место, на бортах казана. Они успеют пропечься как раз. Я знаю, найдутся желающие улучшить это блюдо. Добавить сюда болгарский перец, не знаю, капусты для нажористости, морковки. Что еще? Зелень посыпать сверху? Нет, не надо ничего. Раскладывайте котлеты и все. И этого достаточно. Прелесть этого блюда в его лаконичности. Нас 7 человек. Каждому по 2 котлеты. А вот эти в заморозку. Еще раз напоминаю, их согреваем и доготавливаем в духовке. А как же дойдут эти? Да ведь казан это тоже отличная печь. Укрывайте его 2 крышками. Одной плоской, а второй выпуклой, вроде тазика. И у вас получится термос. И даже небольших угольков под казаном будет достаточно для того, чтобы все продукты в нем допеклись, доготовились, получились. О, какие! Ровно 30 минут простояли котлеты в казане. Я не выдержу. Открою крышку и проверю, как они. Опа! Полюбуйтесь! Как узнать, готовы ли котлеты? Когда я их укладывал, они внутри еще как бы жидкие были. А теперь вполне себе упругие. И по этому принципу я понимаю, что котлеты готовы. А картошка? Для проверки картошки есть острие ножа. Отлично готова картошка. Помидоры проверять не надо. Их и сырыми тоже можно съесть. Мне, честно сказать, хотелось их просто подогреть. Ведь подогретые помидоры издают гораздо больше запаха. И эти помидоры, честно, знаете, какую роль сыграют? Ну, ту же самую роль, что играет кетчуп в гамбургере. Однако основа этого блюда, разумеется, картошка. Обжаренная, пропаренная, готова, лучше не придумаешь. Помидоры разложить по краям. Поверх замечательной картошки и помидоров раскладываем котлеты. Но это еще не все. В казане осталось довольно много соуса. Что он собой представляет? Ну, во-первых, это топленое масло. Во-вторых, котлеты, хочешь или не хочешь, выпускали из себя сок. Помидоры из себя выпускали сок. И получился соус, которым не грех полить котлеты. Есть же ей, не грех. Давайте польем. Знаете, чего к этому не хватает? Закусочки, малосольные огурчики, маринованные помидорчики
и даже маринованная вишня. Обо всем этом можете узнать в моих социальных сетях, на моих каналах, в моих книгах, разумеется. А пока что я, Сталик Хантишиев, желаю вам больших успехов в труде и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, много лет я веду телевизионные кулинарные программы, веду блоги в интернете. Но главный труд моей жизни – это книги. Многие мои книги являлись лидерами продаж в России, но некоторые получили признание и на международном уровне. Например, вот эта книга, которая так и называется «Казан. Кулинарный самоучитель», получила первое место не в какой-то из номинаций, а просто гран-при на конкурсе кулинарных книг в Пекине. Это самое большое мое достижение. Это все равно, что Оскар в кино. Я хочу рассказать вам о том, какая это книга. Послушайте, пожалуйста, внимательно, и вы не пожалеете. Эту книгу я писал уже как вполне зрелый автор кулинарных книг. Это была 5-я по счету моя книга. Здесь я использовал, может быть, самую лучшую фототехнику. И все фотографии, разумеется, принадлежат мне, потому что я не доверяю никому делать детей и делать фотографии еды. Например, вот эта фотография. Видите, как из казана продукты все взлетели. В этой книге подробно рассказывается не просто о приготовлении блюд в казане, а о том, при какой температуре следует что-то готовить, при какой форме пламени. Посмотрите, видите как? Здесь мы придумали специальные значки, пиктограммы, которые обозначают тот либо иной нагрев под казаном. Не обязательно готовить на костре, можно готовить и на газовой плите. Я рассказываю, как можно использовать газовую плиту, чтобы получить результат очень похожий на то, что мы получаем, готовя на костре, на живом огне. Но, разумеется, на живом огне не всегда можно готовить, поэтому и газовой плите уделено достаточно внимания. Я очень много сил потратил на фотографии для этой книги. Но еще больше сил я потратил на тексты для этой книги. Я описал каждый рецепт максимально подробно. И сейчас я хочу показать, как устроена эта книга. По этой книге может готовить даже тот человек, который не понимает по-русски. Не умеешь читать? Ничего страшного. Посмотрите, здесь несколько строк. Как музыкальные ноты записывают на строках, точно так же я записал рецепты. Самая верхняя строка рассказывает о том, какие продукты, какие специи сейчас пойдут в дело. Вот, например, луковица, соль, перец, морковка, помидоры. Следующая строка, очень важная. Здесь показаны сила пламени, его форма, насколько интенсивно должно кипеть в казане, какая температура, и сколько минут должен продолжаться тот или иной процесс. Все это я измерял, все это я записывал. И поверьте, вот эти цифры помогут вам приготовить практически так же, как у меня. Самое главное – купить нормальные продукты и не полениться. Следующая строчка – это как бы смс-ка. Вот если бы какой-нибудь из моих племянников или сыновей сказал: папа, как приготовить это блюдо? И я бы ему писал сообщение через WhatsApp, по смс: делай то, делай то, делай это. Видите, по 2 строчки, по 3 строчки, очень кратко. Дальше. Фотография этого этапа, фотография следующего этапа, следующего и так далее. А вот здесь внизу, для тех, кто любит и умеет читать, подробное объяснение, почему надо делать именно так и как именно надо делать. Здесь строчек уже побольше. И в конце концов, самая нижняя строка рассказывает не о том, что происходит в казане, когда мы смотрим на него сверху, но о том, что происходит под казаном. Какой огонь, какая сила пламени, сколько дров. Понимаете? Ведь как бывает,
Раздашь одни и те же продукты 3 разным поварам, дашь точный рецепт, а на выходе 3 разных блюда. Почему? Да потому что каждый из них по-своему регулирует огонь. Каждый из них по-разному понимает, что такое пожарить, сколько минут это должно продолжаться, что такое потушить. По этой книге, если готовить, то никаких разночтений возникнуть не должно. На выходе вы получите то же самое блюдо, что готовлю я. Вот, например, моя любимая думляма. Здесь множество блюд в казане, здесь очень много теоретических работ, очень важных работ. Если вы хотите на самом деле научиться готовить и понять, почему готовить надо именно так, а не по-другому, то вам следует прочитать эту книгу. Книга, как видите, очень большая, она весит 2,5, не то 3 килограмма. Это, кстати говоря, шафран, макрофото. Напечатана на очень дорогой бумаге, напечатана она была за границей. И я не знаю, если эти книги сейчас снова напечатать вот с таким же качеством, сколько они будут стоить. Книги вот такого уровня. Страшно представить себе. Кстати говоря, о том, как должен быть устроен стационарный казан. Это очень важно. Как должен быть устроен переносной очаг. Как можно настроить для приготовления вообще в чистом поле. Есть казан, есть какое-нибудь топливо. Все, будете готовить, будете сыты. Блюда и очень простые, блюда и чуть посложнее. 3 главы. Первая, так сказать, вообще для учеников. Вторая для специалистов. И третья для профессоров. Кого я называю профессорами? Ну, не себя, конечно. А тех людей, которые способны фантазировать. Тех людей, которые способны сочинять новые блюда. Я рассказываю о том, как сочиняются новые блюда. Я рассказываю о том, какое будущее ждет приготовление еды в казане. Казан не инструмент прошлого. Казан – это инструмент настоящего, и казан – это инструмент для счастливого будущего. Все мои книги, включая эту, можно приобрести на моем сайте stalik.ru. Цены пока что мы не сильно меняем, хотя обстоятельства, возможно, заставят это сделать в ближайшем будущем. Но если поторопитесь, успеете получить книгу не просто так, можете даже с автографом, в качестве подарка для ваших близких, родных, друзей. Ну и почему бы не побаловать себя любимого. Stalik.ru. Доставка в любой город России, во многие страны ближнего зарубежья, СНГ и в любую точку планеты, куда доходит почта из ближнего Подмосковья, откуда я, Сталик Анкишиев, шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.